шок-контент. Да. Испанцы готовят бульон из отходов. Если у вас нет денег, купите креветки, рассаду, альмехас. Нож падает, вот так. И два пальца просто вот так, Слушай, как не кстати, было. Варится. Надо будет пригласить доктора. С возрастом проходит. На улицах Саратова. Привет, с вами я, Ирина Крикуненко, и сегодня у меня в гостях Наталья Свинцова. Привет! Привет. Мы с вами на канале «Давай попробуем». И прежде чем мы приступим к нашему новому блюду, пожалуйста, напишите в комментариях, откуда вы меня смотрите. Потому что сегодня будет очень классное блюдо, ингредиенты для которого можно найти, если вы живете у моря. А если вы живете не у моря, то попробуем их заменить чем-то другим, да? Ну, конечно. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Мы стараемся для вас. Итак, Наташа, что мы готовим сегодня? Сегодня мы готовим суп, который называется гаспачуэла. Гаспачо, знаю? Не гаспачо, гаспачуэла, вот именно. Поэтому гаспачо это холодный суп, гаспачуэла это горячий суп, который готовится только в Малаге. С гаспачо у него, по всей видимости, нет ничего общего, судя по ингредиентам. Абсолютно. Рассказывай. Мы берем, нам нужен бульон, я предварительно почистила креветки, и головы я не выкидываю, я варю с них бульон. И креветочки я чищу вот так вот. Спасибо, что ты мне помогаешь, мой хороший. Молодец. Отрываем ей голову. Да, и просто хвост. снимаем голову и, ну, элементарно, Ватсон, сама понимаешь. И вот это вот все нужно сохранить. Это я сохраняю и варю из этого бульона. Там же самое вкусное, да, в голове? Да, потому что выпускает вкус именно креветки. Почему испанцы все время креветки, головы обсасывают, хвостики? Берите сырые креветки. Не берите красные, которые вареные, да? Нет, обязательно сырые, да. Обязательно свежие креветки. Добавляем ракушки, называется по-испански альмехас. Альмехас перед этим я замачиваю в воду, добавляю обязательно соль и закрываю, чтобы ракушка была в темноте и... Зачем? Чтобы вышел она песок? там как бы, да, чтобы вышел песок, и чтобы она была спокойная, ее нельзя при этом мешать, ей нельзя мешать. Она думает, Чтобы что она в море. Да. И вообще в ресторанах и везде обычно сами повара идут с ведром, в сапогах резиновых в море набирают, потому что там готовится огромное количество ракушек, и замачивают именно в морскую воду. Здесь у нас рыба, ну вы можете добавить треску, я делаю это с рассадой, это розовая рыба, да, белая рыба. Я еле нашла эту рассаду вчера. Вот, ну вообще... Можно найти. Здесь в Испании можно найти все, знаешь. Мы просто рыбу режем кусочками, да, и... Давай я тоже что-нибудь порежу. Ну, давай ты не будешь пачкаться, моя Хорошо. хорошая. Кстати, вот нормальные ножи, правда? Прелестные, великолепные. Была критика в адрес этих ножей. Знаешь, с ножом произошла такая ситуация, я поехала в Толедо и выбрала себе большой тяжелый нож. Ну, как бы я же люблю готовить, да? И вот однажды утром в пижаме, босая, я прихожу на кухню, чтобы поставить хлеб в духовку. И зачем-то я беру нож в руки. Вот зачем пекарю нож, понимаешь? И этот нож падает вот так. Боже. На мои босые ноги. Ах. И два пальца просто вот так, Слушай, как не кстати, было. Офигеть. Понимаешь? Кстати, у меня была такая же в ресторане ситуация. Нож помыть. Повар резал мясо, но он его рубил огромным Так вот обычно таким рубят в таких вот... топором. Ну, понимаешь, чулитон Ну, это страшно. вот он с костью. И у него падает этот топор. Опять же говорю, никогда на кухне нельзя работать в открытой обуви. Почему? Потому что, вот почему все повара носят закрытую обувь, потому что всегда падают... Железную желательно. Да, желательно. И также упал топор, но он так отскочил, что мне попало по мизинцу. Тебе? Из-за того, что я была в обуви, в которой работают на кухне, мне круто повезло. Ты просто, очень понимаешь? ответственная. Была когда. Это с возрастом проходит.
Была когда-то. Ну ладно. Хорошо, что все хорошо закончилось. Прелестно. Но мой палец потом зарос, зажил. Они у тебя целы? Они целые, даже шевелятся. Ну и Спустя всё. полгода они зашевелились. Супер. Но на серфе, кстати, было очень неудобно, когда они болтались. Ладно, это можно вырезать. Убавлю, ладно. Убавляй. Так, что там еще делать? Все уже готово, можно вот просто взять и закинуть. Бульон наш уже практически готов. Варится бульон из голов Так, креветок. я забыла сказать, что я Все ингредиенты подготовлены. Наташа забыла сказать, что она очень добавляю, если кто хочет, добавляю я рис. Но рис я отвариваю отдельно. И вообще это суп как бы бедных людей. нормальные такие бедные. Где такие бедные? То есть В он очень легкий, картошка, ну да. Полезный, белковый. Полезный, а если хочешь наесться, вот ты добавляешь хлеб вовнутрь. Если у вас нет денег, купите креветки, рассаду, альмехас, лимоны. Да, это же все элементарно, это не так дорого. И... Ничего Ну не ладно, стоит. давай. Если вы живете у моря и можете выйти и все это поймать, то, конечно. Мы забыли сказать, что в бульон еще закинули картошку. Да, мы закинули картошку. Картошку я не люблю резать как-то там принципиально квадратиками. Там, Картошку я не люблю, точка. Я ее ломаю. Ничего себе. Ломаю в Ну-ка, бульон. покажи, как. Ну, в принципе, это не так уж и... Да, с ножом любой поломает, а вот. ты рукой поломай. Дай, мой хороший. Ну, просто таким образом, когда я училась кухне испанской, я Интересно. училась ей у разных поваров, и как бы мне сказали, что так картошка выпускает все свои ингредиенты, которые должна она выпустить Весь в тот бульон. крахмал и полезные вот вещества, которые именно, содержатся в абсолютно. картошке. Спасибо, что ты мне помогаешь. Просто на испанском я бы сейчас прям Я только про крахмал артистанула. знаю. Давай. Ну все. Окей. Ну, порежьте, как вам нравится. Да. Можно На кубиками, руке, на доске. как вам хочется. Можно да. целую картоху закинуть. Ну, испанцы вообще-то ночные люди. У них же, понимаешь, у них все время жарко. И я сначала не понимала, что такое происходит. После еды бегом там на пляж ты идешь, и они просто реально лежат и храпят всеми семьями. А сейчас я много лет здесь прожила, и я начинаю понимать то, что они же просыпаются поздно. Поужинать в 10 ночи это Поужинать в 11 ночи это для них нормально, потусить до 2-3 утра. Ну и опять же, если серьезно разговаривать об этом, особенно, допустим, сиеста, она с 5 где-то до 6, до полседьмого вечера, поэтому как бы это самый жаркий момент в Испании. А как и же они, мелатонин? как бы этот момент отдыхают. Я прихожу к выводу, что у испанцев мелатонин не вырабатывается. Потому что они в это время едят, когда спать Ну нужно. да, как бы мелатонин-то он, по-моему, после 10, да? Я даже не знаю эти нюансы. Надо будет пригласить доктора. Бульон у нас готов. Когда картошка уже приготовилась в бульоне, вот я тут сейчас сниму пеночку. Розовую. Вот, она розовая, потому что варились креветочки, такие прелестные. Головы, вернее, головы. Очень важно снимать пенку, да? Очень важно, да. Неважно, там во-первых, курица или креветки варятся. Ну, всегда бульоны, всегда пеночка хорошо снимается. Как называются бульоны в испанской кухне? Консуме. Консуме. Но консуме это вообще шедевр. Это же вы понимаете, вот кухня большая, это стоит большая вот такая бадья 50 литров, и повар все, что чистит, рыбу, шкурки, креветок, Сейчас все секреты вот расскажет. швыряет в эту горячую бадью. То есть он почистил лук, он те же шкурки туда, он там почистил, иногда может даже и мясное что-то попасть. И он варится часами, Это для всех 5-6 вегетарианцев? часов. И потом это просто нереальнейший, вкуснейший бульон. Шок-контент. Да. Испанцы готовят бульон из отходов. Не, ну правда, ты сказала шкурки, мясо, рыба. Все накидали туда. Все летит туда. И овощи, все шкурки. Испанцы вообще любят почистить овощи. И шкурку от помидоров, И все, там что тебе попадает, все туда. А И потом потом мы это едим- процеживается, и получается Потом мы шикарный едим паэлью, бульон. да?
Потом получается Ну, для шедевр. паэльи как бы рыбный, и для мясных блюд как бы мясной, только то же самое. Всё. Все, теперь я все знаю про бульоны. В этом супе очень-очень важно, чтобы майонез опять же не свернулся. А из-за того, С что этим бульон... майонезом сегодня? Майонез, вот вся закваска в этом майонезе, потому что это Закваска труба. в хлебе. А у меня в майонезе... Загвоздка. Загвоздка. Ладно. Майонез от горячего сворачивается. Вот мы привыкли, мы, допустим, мы русские, мы кушаем, мы добавляем в борщ Сметану. всегда сметану, майонез, и она хлопьями у тебя просто Да. по бульону вот так. Но можно сделать так, чтобы этих хлопьев не было. Давай. Секрет номер 2. Чтобы не Так, было хлоп. Наверное, добавляем нужно майонез. Остудить бульон. Ну, можно и не остужать. Вот. Обязательно выжимаем лимон. Ну, я просто положу вот так руку, потому что здесь косточки, чтобы мне не попадалось, ладно? Ну, косточки не попались. Гаспачуэло любит лимон. Очень. Этот суп добавляет очень много лимона, да? Варился наш бульон с картошкой. Смешали майонез с лимонным соком. И дальше я в предвкушении. Предвкушение. Ну, Предвкушение, чтобы давай ты покушать. мне будешь лить бульон, а я постараюсь, чтобы майонез не свернулся. Очень постараешься, хорошо? Очень. Давай. Просто Давай, вот. мой золотой. Потихонечку, так же, как ты лила маслица, помнишь? Окей. Давай, мой хороший. Поехали. Огней так много золотых на улицах Саратова, парней так много холостых, а я люблю хорошего. Я думала, Так, вот у нас, видишь, Тра- пенка пошла, майонез не свернулся, у тебя чудесный пульс, детка. Нет, это все твои песни. Да ладно, думаешь, все это- нужно готовить с любовью, с душой. Наташа И- поет трагические песни про любовный треугольник. Не будем о грустном. Нет, нет. Мешай, нет. мешай, смотри, а то свернется. Да нет, сейчас. он уже не свернется. Хорошо. Самое страшное позади. Все, достаточно, мой малыш. Достаточно? Благодарю. Отлично. А я еще слышала, что этот суп называется белый суп, да? Вот теперь я начинаю понимать, Вот почему он теперь белый. и многие думают, что это суп вообще из молока. То есть пробуют и не понимают, даже не догадываются, что там майонез. Я уже очень хочу попробовать. Вот. Давай. Нам еще долго его варить? Нет, он уже готов. Давай, мой хороший, теперь ты Готов, мешай. он все сырое. Все. Давай, мой хороший, сырок. А че? Ой, конечно же, сырое. Кто? Ты забыла что-то сварить? Я вообще ничего не сварила. Ну и все, мы это выливаем постепенно, опять же, в бульон. И получается наш шикарный гаспачуэло. Белый суп. Да, наш гаспачуэло готов. Я добавила сюда яичный белок. Супчик-то белый. Белый. Гаспачуэло. Давайте пробовать. Давайте пробовать. Но это нереально вкусно. Я никогда не пробовала, если честно. Ну, будешь Это пробовать первый первый раз. раз. Первый раз. Загадывай Я даже не желание. видела, Загадывай желание. Хочу 1 миллион подписчиков для начала. И я. Для тебя. Значит, 2. Ну что, мне очень не терпится попробовать этот суп в первый раз, поэтому я снимаю пробу. Ну, давай. Ой, интересно, слушай, как будто грибной. Да ты что? Никогда не ожидала, что из рыбы могут получиться грибы. Наверное, знаешь почему? Потому что грибной суп часто бывает со сливками, крем-суп. Ага. И он такой вот, как сливочный. Напоминает сливочный вкус. тебе сливочный вкус. Да. Ну, супер. Ты любишь как, погуще или... Я вот люблю, чтобы ложка стояла, знаешь? А, ты добавляешь рис, Вот, да? я добавляю рис, ну, Ну, это совсем... чтобы уж насытиться, чтобы уж, знаешь, вот так. Я, пожалуй, без риса. Вот. Здесь и картошка есть. И картошка, и ракушечки, и Слушай, креветочки, картошка- и яичко. Ну, суп бедных. Суп бедных. Но Да. картошка с рисом... Хотя нет, если готовить рисовый суп, то там тоже добавляется картошка. Слушай, ну вкусно. Да, давай чуть-чуть Ну, пожуем. ну, не может быть невкусно.
О, Наташа, расскажи, пожалуйста, неужели тебе никогда не хотелось вернуться в Россию? всегда хочу А почему остаешься здесь жить? вернуться в Россию, такой вопрос, да. Остаюсь здесь жить, ну, потому что больше полжизни моей я провела здесь. Как бы Испания, она уже половина меня. Я не могу разорваться на две части. Кто знает, что завтра будет. Ну, на самом деле, Испания страна очень теплая, очень гостеприимная, принимает все национальности, всех людей. Особенно Коста-дель-Соль. Коста-дель-Соль, люди открытые, люди никуда не спешат, все улыбаются, хохочут, машут руками, кричат. Прям, Приезжайте к нам помахать руками приезжайте, и покричать. да, кто кого перекричит, это же такая прелесть, такое наслаждение. В ресторане сидит 5 человек, такое ощущение, что их 50, ну, Кстати, испанцы предпочитают есть в ресторанах, да, нежели готовить дома. Это но даже вообще, дешевле да, получается. да, и они вообще завтракают, они вообще только на улице. Ты сегодня завтракала в Да, кафе? я завтракаю каждый день в кафе, то есть мне стоит мой завтрак 3-4 евро. Великолепный бутерброд, мой кофе, это мое самое приятное Не нужно времяпровождение. идти в магазин, покупать продукты, готовить, Да, мыть тоже на посуду. то же получается, тем более человека, у которого, допустим, у меня нет большой семьи, то есть для меня одной, мне как бы просто вообще не надо заморачиваться, твоего готовить. наслаждения. Я, кстати, очень рада, что я сейчас ушла от этого всего, я поменяла абсолютно свою работу, да, и... Да, ты ушла из ресторанного бизнеса. А куда? Вот расскажи. Вот куда? Ну, вообще, как бы так сказать, я сейчас... Свободное плавание. Свободное плавание, Ты да. делаешь Я женщин сейчас красивыми. продаю красивые наряды, я так этим восхищаюсь, я не могу. Для меня это все такое новое. Я просто люблю и получаю огромный восторг, когда женщина начинает тратить деньги на себя, и она чувствует себя, можно и немного их тратить, ну, какой-то деталью, там, какой-то браслет, какое-то там колечко, и уже вот этот вот адреналин, эмоции. вот эта женская, понимаешь, сущность, она... То есть ты Ну, мы видишь, девочки, мы каждый день кокетки. ты видишь горящие женские глаза, и это тебя Обожаю, вдохновляет. да, и меня это вдохновляет, и Класс. Но в ресторане тоже, в ресторане ты кормила людей. кормила людей то же Тоже самое. делаешь У меня счастливыми. человек, и у меня характер такой, я просто, знаешь, я наслаждаюсь, когда человеку хорошо. Спасибо, что сделала мне сегодня хорошо, приготовила такой вкусный суп. Подписывайтесь, готовьте суп с нами и пишите ваши комментарии. Получился ли у вас, получилось ли найти ингредиенты. Всем пока!